Привет подписчикам и гостям канала Travel.rf. Меня зовут Алик. Недавно мне удалось посетить Ереван, поэтому я, разумеется, сделал небольшой обзор этого старинного города. В этом видео покажу вам наиболее значимые достопримечательности, которые я смог посетить за один день. Сразу же небольшая ремарочка. В видео, разумеется, будут показаны не все достопримечательности города, а лишь те, которые я успел обойти за один полный день. Если быть точнее, я успел осмотреть 7 достопримечательностей. Только это будет никакой не топ, их порядок никак не означает, что одно место лучше другого. А также расскажу вам, сколько нынче стоит проживание в Ереване. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой канал. И начинаем погружаться в атмосферу этого города. Начну свой рассказ с каскада, или как его еще называют, с каскадной лестницы. Она по праву является одной из самых, наверное, интересных мест в городе. Это система террас, которая ведет с Арабкирского плато к центру города. От первой ступени до верха 302 метра, ширина каскада 50 метров, общее количество ступеней 572. Это сооружение начали строить еще в СССР в 70-х годах. Потом строительство было заморожено на долгие годы, пока американский миллионер Джеред Гафевчан армянского происхождения не продолжил начатое строительство. Каскад в первую очередь это прекрасная зона отдыха как для туристов, так и для местных жителей. В парке и на лестнице множество необычных скульптур и арт-объектов, созданных современными художниками. На разных ярусах лестницы расположены цветники, фонтаны и необычные скульптуры. Внутри каскада находятся 10 выставочных залов, в которых можно встретить работы Марка Шагала, Энди Уорхола и Аршила Гурки, а также известных армянских живописцев. Наверх можно подняться как пешком, так и на эскалаторе. На верхней площадке вас ждет лучший вид во всем Ереване. С него открывается обзор на весь город и гору Арарат. К сожалению, в моем случае она была спрятана за облаками. В советское время проект не успели завершить, поэтому каскад заканчивается огромным котлованом. Много лет идут споры, что тут построить, но пока ничего не происходит. Второй важной достопримечательностью для Еревана является монумент Мать Армения, или Статуя Победы. Этот монумент считается одним из самых высоких памятников в Ереване. Высота самой статуи составляет 22 метра, не считая постамент высотой 51 метр. Памятник по сути является символом армянской мужественности и стойкости. Благодаря своей высоте и возвышающему месту на холме, памятник, так сказать, внушает какой-то даже трепет. Мать Армении окружена парком Ахтанак, или Парком Победы, где находится аллея героев с памятниками, посвященными различным войнам. Соседствующими с обычным парком отдыха, с аттракционами и кафешками. Здесь зачастую устраивают пикники, катаются на катамаранах и лодках по искусственному озеру, или просто гуляют с детьми, укрываясь в тени густых деревьев от летней жары. Я-то здесь был весной и не испытывал проблем с жарой. Идем дальше. И доходим до площади Республики. Я думаю, что каждый турист не уезжает из столицы, не побывав на данной локации. Площадь визуально состоит из двух частей. Первая представляет собой улицу в виде полукруга с каменным паттерном в центре. Вторая часть включает здание Национального музея истории Армении и поющие фонтаны напротив него. Эта часть площади имеет форму трапеции. В площади сходятся 5 центральных улиц. По периметру центральной овальной площади расположено 5 зданий, величественных, красивых и не похожих друг на друга. Это наследие раннего Советского Союза. Мне лично больше всех зданий понравился Дом правительства с часовой башней, на которой установлены часы диаметром 3,6 метра. Их видно и слышно издалека. Кстати, на купюре в 500 драм с одной ее стороны изображен Дом правительства. Слева от него находится Национальный исторический музей и Национальная картинная галерея Армении. Совсем рядом с художественной галереей находятся поющие фонтаны, работающие с 21:00 до 23:00 с апреля по конец октября. Когда я посещал Ереван, они, к сожалению, не работали. На площади много людей, которые зарабатывают на жизнь музыкальными инструментами.
Ну и бродячие собаки, как же без них. Желательно посетить площадь дважды, днем и вечером, что я и сделал. Перемещаюсь на 4-ю локацию Еревана, на Северный проспект, являющийся главной пешеходной улицей города, длиной 450 метров. Находится проспект в центре города, а открыт недавно, в 2007 году. Проспект соединяет по диагонали две главные площади – Площадь Свободы и Республики. Вдоль всего проспекта расположено множество элитных жилых домов, офисов, магазинов, ресторанов. В подземном пространстве под мостовой устроена торговая галерея. Архитекторы, создававшие проспект, пытались сохранить ереванский стиль, но более примитивные материалы и более грубая пластика вкупе с гигантоманией выдают новодельность. Что мне показалось интересным здесь, это фонтан под названием «Водопой», который даже пользуется большой популярностью. Более мне добавить нечего. Прогулялись и идем к колоритному рынку Вернисаж. Вы, конечно, сможете посетить рынок после или до прогулки на площади Республики, так как находится он совсем рядышком. Хочу сказать, что это место для тех, кто любит уникальные вещи ручной работы. Привозят из путешествий тарелочки и недорогие украшения. Рынок функционирует с 1966 года. Самый большой ассортимент можно найти в субботу и в воскресенье. Так, вкратце, что вы сможете здесь найти? Во-первых, украшения на любой вкус, много украшений из серебра. Есть палаточка с кожаными браслетами и браслетами из натуральных камней. Если вы коллекционируете красивую посуду, вам точно понравятся керамические и глиняные тарелки местных мастеров. Есть платки и шарфы с традиционными армянскими орнаментами, обувь и сумки ручной работы, национальные музыкальные инструменты, такие как дудук, он звучит вот так. И тхол, соответственно, его звук такой. Ну и конечно, на рынке очень много разных сувениров, керамических, в виде одежды, магнитов, подставок под вино, статуэток, старинных медалей и кукол. А теперь перенесемся к зданию оперного театра, что по адресу Аванеса Туманяна, 54, который просвещенная часть жителей называет душой Еревана. Уникальное здание было спроектировано знаменитым армянским архитектором Туманяном 90 лет назад, в 1932 году. В 1937 году проект театра был представлен на выставке в Париже и был удостоен золотой медали. Северо-западная часть здания смотрит на площадь Франции. Здесь расположен памятник великому композитору Араму Хачатуряну. В южной части театра площадь Свободы. Знаменитое место, где всегда проходят митинги, где выражается свобода слова. С этой стороны расположены памятники Александру Спендиарову и Аванесу Туманяну. Единственный минус, который рушит общую ауру оперы, это игровая площадка на площади Свободы. Здесь шумят детские внедорожники, скутеры и велосипеды, поэтому по вечерам место превращается в шумную и бестолковую дискотеку. Это, к сожалению, проблема и российских городов, где городами руководят безответственные чиновники. И практически уже напоследок рассмотрим один храм, до которого я дошел, расположенный на пересечении улиц Саята-Нова и Абовяна. Это церковь Святой Анны, один из самых молодых храмов Еревана. Этот храм решено было построить в 2009 году, и в том же году был уже заложен фундамент. Службу провел католикос Гореген II. Это верховный глава армянской апостольской церкви, если кто не знал, например, я. Правда, постройка храма началась только через 2 года, а в 2014 году она была полностью завершена. Открытие храма состоялось на следующий год. На церемонии присутствовали все высокопоставленные лица страны. Куда же без них? В настоящее время в храме всегда полно людей, и местных, и туристов. А перед тем, как обсудить цены на съем жилья, предлагаю прогуляться по улочкам Еревана, как я уже делал в Тбилиси, и ознакомиться с дневной и вечерней атмосферой города. Кстати, ссылочка о видео о Тбилиси сейчас появится в верхнем правом углу.
Вначале скажу, что Ереван — это город с невероятно длинной историей, начавшейся задолго до нашей эры. Но город стал тем, чем является уже, конечно, на заре советского государства. До 20-30-х годов Ереван был фактически местным захолустьем. Он был практически полностью перестроен и превратился в полноценную столицу Армении. С широкими проспектами, площадями и величественными административными зданиями. Стремительной трансформации город обязан талантливому архитектору Александру Таманяну. Я уже упоминал о нем в этом видео, хотя о нем можно за одно видео сказать не раз, а много раз. Он действительно внес большой вклад в развитие города. От советского Еревана осталось очень многое. Власти хоть и перестраивали город в 90-х, но многие фасады зданий сохранились. Но город не выглядит по-советски серым, скучным и обезличенным. Благодаря тому, что при строительстве используется натуральный камень, туф. И даже самые обычные типовые жилые дома не портят общий архитектурный облик города. Вы увидите много 3, 5, 7-этажных домов из 50-х, 70-х годов прошлого века. В городе, конечно, очень много проблем, но центр все-таки выглядит вполне достойно. А вот окраина, правда сказать, как и во многих городах России, будет неопрятной. Поэтому не буду об этом говорить в этом видео. Но что действительно напрягает, это большое количество движущихся, припаркованных и просто брошенных машин. Они тут повсюду. Все тротуары и обочины заставлены ими. Люди приезжают в центр и бросают свои колымаги порой на целый день, а то и больше. Это, конечно, связано с дешевыми, фактически бесплатными парковками. Улиц, по которым можно спокойно пройти, в городе единицы. Обычно тротуары очень узкие. А вот пример отличного уличного кафе. Для того, чтобы сделать хорошо, достаточно просто стульчики и столы выставить на широкий тротуар. И так могут выглядеть многие улицы в городе. Вообще атмосфера центральной части города меня околдовала, и чувствовал я себя здесь комфортно. Вечером зажигается уютная подсветка, и возвращаться в отель совсем не хочется. По окраинам ходить я не стал. Как я уже говорил, времени у меня было мало. Может, в другой раз. А в Ереван я вернусь обязательно. Теперь давайте разберемся по ценам на проживание в Ереване в июне. Разумеется, для примера я изучил сайт Booking, который из-за действий России в Украине прекратил, к сожалению, свою деятельность у нас в стране. А вот за границей им пользоваться еще как можно. У нас есть 625 предложений. Самый недорогой гостевой дом обойдется вам в 1500 рублей. Давайте рассмотрим это предложение более подробно. Ну что ж, достаточно скромный гостевой дом, но жить можно. Где-то даже хоть и простенько, но со вкусом. Далее, как вы можете видеть, цены плавно растут вверх. Недорогих предложений достаточно много. Интересный сюрприз меня ждал, когда я дошел до самых дорогих вариантов. Вот сами смотрите: 20, 28, 60, 67 тысяч, кто больше? И тадам! Самый дорогой вариант вам обойдется в 211 тысяч рублей. Зайдем в это предложение и, о господи, это самая обычная убогая квартирка. Как так? Может, конечно, это ошибка. Остальные дорогие предложения тоже, кстати, являются квартирами. Ну, кроме отеля Seven Visions за 42 тысячи. И это, я думаю, уже не ошибка. Сам отель выглядит как дворец, но цена кусается для моего бюджета. Уважаемые зрители, спасибо, что досмотрели видео до конца. Повторю то, что сказал в начале. Я обошел и показал вам не все достопримечательности города. Стоит упоминания: музей геноцида армян, завод Арарат, музей Эребуни, английский парк, музей истории города и другие достопримечательности. Приезжайте и познакомьтесь с ними. И напишите обязательно об этом комментарий. Друзья, подписывайтесь на мой канал, поставьте лайк или дизлайк, как хотите, но колокольчик включите обязательно, чтобы не пропустить следующие видео на моем канале. Также можете глянуть видео об Грузии, я сделал их 2. Да, и напоследок добавлю. Компания Travel NRF организует туры в Армению, Грузию, по Краснодарскому краю и Кавказу, а также индивидуальные экскурсии на курортах Черного моря. Если вам интересно, ссылку сайта оставлю в описании. Всем удачи и пока!